Привет, друзья, с вами снова я, Денис Майоров. Сегодня у нас будет относительно небольшой обзор, зато очень гнусавый. За это я извиняюсь, я немножко приболел, но зато если бы я не приболел, возможно, этого обзора и не было бы вовсе, потому что сегодня мы будем говорить про игру Self-Loss. И я сейчас поясню, как связан обзор этой игры с моей болезнью. Погнали! Итак, Self-Loss — это инди-долгострой от российского разработчика, который начал делать игру в одиночку в 2021 году. Потом к нему присоединилась его девушка и дополнительный программист. Потом нашли паблишера, выпустили игру во всем мире, физические копии, консольной версии. Короче, все классно. За игрой многие следили, многие ее ждали, однако вот она вышла и особого шума не получилось, особого успеха она не снискала. Хотя, по сути, это редкий случай, когда вот ровно то, что разработчик обещал, то и получилось. У игры с позиционированием все в порядке. Я ее запустил, я начал в нее играть, я сразу подумал, что это похоже на Brothers: A Tale of Two Sons, это похоже на Айко Фумито Уэда, это похоже на Джорни, вот на такие меланхоличные, медленные игры-путешествия. Потом, когда я готовился к обзору, я пошел почитать интервью с разработчиком. Алекс Гудвин, по-моему, его зовут. И вот именно это он и обещал. Он сам в интервью сравнивал свою игру вот с этими проектами, и действительно на них получилось похоже. Так сходу я даже не знаю, что дальше про игру рассказывать. Играем мы за деда по имени Казимир, который обладает неким магическим посохом, с помощью которого он может светить и какие-то такие пульсирующие, светящиеся штуки из него выпускать. В общем, стрелять светом. С помощью этого посоха он решает головоломки. Они обычно простые. Это какие-то платформы подвигать, подсветить какую-то кнопку, чтобы она активировалась, тем самым, вот, собственно, двигать платформы. Иногда он с помощью этого посоха сражается. Опять же, все так же просто. Надо врага засветить. Либо засветить, он заморозится, и после этого можно подойти и нанести ему удары серпом. Все очень просто. Хотя, кстати, есть перекаты, но это не Souls-like. Поверьте, это не Souls-like. Боев не так уж много. Они такие же медленные, размеренные, меланхоличные, как само путешествие. В общем, это дед Казимир. Он вот либо ходит, либо медленно плавает на лодочке. На лодочке он точно так же может посохом своим светить. Он еще может его воткнуть в землю, по сути, и использовать удаленно, а потом призвать себе, вот как Кратос призывает к себе топор, дед также к себе палку призывает. Куда дед идет, какая у него цель, нам до конца не ясно. Но мы знаем, что дед умеет проводить обряд Self-Loss. Это выдуманное слово, и это такой обряд освобождения духа, что-то в этом роде. То есть встречаются ему животные, люди, великаны какие-то, которым нужно этот обряд провести, чтобы они могли, так сказать, вознестись, отпустить мирские свои страдания и уже вот пойти дальше. Для того, чтобы этот обряд провести, дед вытягивает эссенцию из каких-то специальных рыб. Это такая мини-игра типа рыбалки. Ну и, собственно, вот так вот идем под расслабляющий эмбиент, под ASMR-ные звуки окружения. Идем. Я всегда говорю, что такие игры, это вот я не под Self-Loss придумал, эта мысль давно у меня родилась. Такие игры, они заходят только под специальное особое настроение. Вот когда ты сам такой вот меланхоличный, грустненький, сидишь такой, унываешь, вот самое время что-то такое пройти. Поэтому, если у вас сейчас нет такой настроения, то лучше в Self-Loss не играть. Но если потенциально вам такие игры заходят, ее можно купить и вот отложить до нужного момента. Я, собственно, приболевший, грустненький был. Мне очень зашло, хотя претензии у меня тоже набрались. К чему у меня претензий нет, это вот к внешности игры, к ее стилистике. Графика в ней простенькая. Это вот стандартная для Индии низкополигональная 3D, но здесь такая изометрическая камера, которая по-киношному крутится в нужные моменты.
И благодаря вот этой камере, благодаря очень аккуратной работе с этими низкополигональными модельками и грамотно использованному размытию, глубине резкости, очень такой приятный эффект диорамы создается. И ты, соответственно, уже не как полигоны воспринимаешь все эти объекты, а вот как будто что-то из бумаги сделано. Оригами такое искусство. Приятно. Игра для глаз приятна. Плюс сеттинг любопытный. Разработчик сделал свой собственный фэнтезийный мир, но на основе скандинавской, а точнее исландской и славянской мифологии. То есть у нас, с одной стороны, есть очень привычные, понятные нам элементы, типа избушек, типа персонажей вроде Бабы-Яги, Кощея, березок и так далее. И в то же время скандинавские мотивы с летающими там китами, с рунами, со всякими скандинавскими словечками. Ну, в общем, это очень любопытное сочетание, и оно реально работает, потому что скандинавская и славянская темы, они вроде далеко друг от друга, но они духовно друг к другу действительно близки. Поэтому вселенная интересная. У нее есть лор, но он не выпячивается. Здесь есть там записочки, ну, условно записочки. Можно собирать карточки с информацией о там персонажах, о явлениях каких-то в этом мире, но их очень мало. Но, тем не менее, к концу игры, а это 6-8 часов прохождения, какая-то картина вот собирается о том, как здесь все устроено. Любопытно, интересно, глазу приятно, уху приятно. Вокальные партии на саундтреке отлично записаны и исполнены. Сам саундтрек очень расслабляющий. Хотя, опять же, в отрыве от игры, наверное, уснуть под него можно. Но все вместе работает. В некоторой степени с Death Stranding игру можно сравнить. Хотя, опять же, я из интервью знаю, что разработчик не любит кодзимовские игры и ими не вдохновлялся, но летающие киты, летающие рыбы, а они здесь морские животные, такую мифологическую роль выполняют. Они, по сути, божества этого мира. Они и плавают, и летают. Но сам образ, естественно, у нас вот из-за Death Stranding с Кодзимой ассоциируется. Плюс вот эта ходьба, долгая ходьба, ну, вы сами понимаете, сложно не вспомнить Death Stranding. Опять же, кстати, если вам Death Stranding понравился, вот, можно попробовать. Какие у игры проблемы? Ну, во-первых, на мой взгляд, она подзатянута. Несмотря на то, что я в нужном настроении в нее играл, в последние 2, может, даже 3 часа я прям уже подустал. Уже хотелось, чтобы поскорее все это закончилось. Во-вторых, персонаж слишком медленный. Опять же, поначалу ты на это не обращаешь внимания, но чем дальше, тем становится очевиднее, что хотелось бы бегать побыстрее. Он вроде умеет ускоряться, но он очень-очень быстро устает, обливается потом. Ну, дед все-таки, не может бегать. А лучше бы мог. Это же фэнтезийный дед, выдуманный. Пусть у него будет суперспособность бегать, пусть ему посох эту возможность дает. Ну, короче, я надеюсь, может, в патчах уберут вот эту стамину, пусть дед бегает, дайте деду побегать. Ну и под конец, последние те же пару часов, игра начинает, поддушнивать. Появляются какие-то головоломки, которые очень долго решать. Они несложные, но они предполагают, что ты будешь туда-сюда бегать. А бегаешь ты очень медленно. То есть ты сначала обежал локацию, прикинул, ага, что я буду делать. Потом ты начинаешь испытывать там свои идеи, как решить эту головоломку. И туда-сюда долго, очень долго. Появляются сражения, которые не прям сложные, но которые ты не с первого раза проходишь. А чекпоинты расставлены иногда довольно странные. В общем, ты подзастреваешь. Тебе не сложно вроде, но опять так все долго, медленно. В общем, под конец темп реально проседает. Я бы рекомендовал патчами этот момент как-то поправить, хотя, наверное, уже поздно. Это просто такой недостаток, с которым нужно смириться. Почему игра не выстрелила? Вот это интересный вопрос. На мой взгляд, причин несколько. Во-первых, я заметил, что вокруг Self-Loss в русскоязычном сообществе некий хейт существует. Кто-то обвиняет разработчика, этого Алекса, в русофобии. Я не знаю, что там за история. Может, он что-то где-то сказал, может, он просто переехал из России. Я не в курсе, я ничего такого не нашел. У меня вопросов не возникло. В игре такого тоже ничего нет. Наоборот, как бы прослеживается любовь к славянскому сеттингу. Вот он, наш Кощей, наша Баба-Яга, березки наши. Ничего, в общем, такого не заметил. Во-вторых, и это, на мой взгляд, более важно.
игра... Таких игр много. Грубо говоря, перенасыщенности рынка. Вот когда выходила Journey, это вот начало 10-х годов, типа того, такие игры были для нас в новинку, философские, медленные, долгие, такие путешествия. Сейчас их стало много, сейчас они не привлекают уже такое внимание, а какого-то маркетинга активного я вокруг игры не видел. Я о ней узнал буквально вот перед тем, как в нее поиграть. До этого я ничего и не слышал. Так что, ну, вот такая ситуация, вот так сложилось. Игра душевная, игра приятная, но немногие о ней узнали, и немногие для нее нашли время, особенно учитывая, что сентябрь такой довольно загруженный на релизы месяц. Кто-то еще Black Myth Wukong не допрошел, кто-то, прости господи, Star Wars Outlaws играет, а тут вот выходит такая игра. Где искать на нее время, непонятно. Возможно, она, скажем так, со временем отобьется. Может быть, кто-то ее добавил в виш-листы, поиграть потом решил. Кто-то, может быть, послушал моего совета и ждет настроения. Но я надеюсь, что все-таки какой-то буст произойдет, потому что игра приятная, игра душевная, игра наша. Надо такое поддерживать. Разумеется, есть технические сложности, есть технические проблемы. Ну, с производительностью проблем никаких нет, есть проблемы с управлением, например. Иногда не очень понятна перспектива. Из-за этого с прыжками могут быть сложности, а тут есть немножечко прыжков, хотя платформингом это не назовешь. Могут быть сложности вот с тем, чтобы в нужную точку попасть светом. То есть ты вроде светишь туда, но из-за сложности перспективы непонятно, вот попадает луч или нет. Это не особо раздражает, это не часто всплывает, но такие моменты есть. И видел я, кстати, в комментариях на Ютубе, что некоторых это прям сильно бесит. Меня не выбесило, но я это заметил. Имейте в виду. Ну и на этом все. Играйте в Selfloss, подписывайтесь на меня, жмите на колокольчик, ставьте лайк, пишите коммент. Где угодно смотрите это видео, распространяйте, чтобы я для вас ролики выпускал чаще. Увидимся.